Тельцы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И сегодня мы с вами сделаем такой расклад, а именно 12 задач Нового года. Почему нового? Потому что сегодня, во-первых, у нас новолуние стартует китайский Новый год, год дракона в полной мере вступая в свою силу. И продлится он у нас с вами до 28 января 2025 года. Будем смотреть и анализировать, что нужно проработать, чтобы этот год для вас прошел максимально успешным. Это в какой-то степени у нас будет не прогнозирование, а аналитика на Таро. Поэтому, кому актуально, смотрите. И в конце мы обязательно сделаем небольшую коррекцию и запечатаем ваше желание. Поэтому приступаем. Итак, будем смотреть подомно. То есть делать акцент на каждый дом и анализировать, какие же задачи перед вами будут стоять в течение этого периода. Итак, первый дом. И у вас здесь ложится король пентаклей. Ну, для мужчин это вы сами, для девушек и женщин это влияние мужчины земной стихии, телец, дева или козерог, на ваш первый дом. Первый дом это у нас наша внешность, наша личность, вообще как бы наш характер. То, как мы позиционируем себя в социуме, как нас воспринимают, как мы себя преподносим. Иными словами, это наш внешний облик, конституция, манеры, темперамент, тип самовыражения и восприятия себя. Так вот, король монет указывает на то, что вы в какой-то степени должны позаботиться о том, насколько статусно вы выглядите. Я понимаю, что для кого-то это будет звучать в какой-то степени глупо или бредово, но здесь ваш облик будет формировать вас как личность, как, допустим, бренд. И если вы ведете какое-то свое дело или если вы работаете по найму, то все равно будут позиционировать вас в социуме. По принципу вас будут встречать по одежке. Поэтому вложение в себя, внешний вид, состояние здоровья, то есть здесь будете максимально прокачивать ваш внешний облик. И король монет это не значит сыпать деньги на ветер, это покупать качественные вещи. Не обязательно они должны быть супер брендовыми, да, там, то есть и очень-очень дорогими. Но это не размениваться на какой-то ширпотреб. То есть вы приобретаете, может быть, не такое большое количество вещей, но которые вам действительно будут хорошо служить, на вас будут шикарно сидеть и подчеркивать достоинство вашей фигуры и вашей внешности. Анализируем с вами второй дом. Что у вас по второму дому? Башня. И казалось бы, у многих сразу будет истерика, что же здесь такая негативная карта, о чем здесь идет речь. Обратите внимание, башня здесь целостная, нет разрушений, сгущаются тучи. О чем это говорит? Это выстраивание структуры. Поскольку у нас второй дом это точка возможностей или иными словами наша ресурсность, а именно материальные средства, которыми мы обладаем, с момента рождения и в течение жизни, то есть то, что мы зарабатываем, то, что мы имеем, то, что мы получаем благодаря нашей трудовой деятельности. То есть это наши ресурсы, имущество, доход, наш бюджет, благосостояние, наша наличность, ну и, конечно же, могут быть как источники доходов, так и виды трат. Башня зачастую это объект недвижимости, то есть здесь могут быть сопряжены финансовые операции как с покупкой недвижимости, с продажей недвижимости или инвестиции в недвижимость с целью заработка. То есть сдача в аренду, субаренду и прочее. Но так ли это? Давайте убедимся, чтобы мы не были с вами голословными. Раскроем этот аркан. Рыцарь мечей, луна и королева чаш. Здесь однозначно в финансах, я не могу сказать, что то пусто, то густо, потому что луна, по сути, это нестабильность. Но нестабильность связана с чем? Рыцарь мечей – это официальные какие-либо ежемесячные выплаты, то есть то, что вы должны гасить. Луна и королева чаш – это вложение ради вашей зоны комфорта. То есть то, что вам принесет радость и удовольствие. Поэтому здесь не про потерю денег, а здесь о вопросах экономии ради более высоких целей и задач. А именно, или это вы можете что-то арендовать статусное, будь то там коммерческое помещение или жилое помещение, или вы действительно будете заниматься вопросами покупки, ремонта. То есть у вас все ресурсы будут уходить в эту нишу. Опять же, если рассматривать с точки зрения энергетики. Почему энергетики? Потому что второй дом, наши ресурсы, это наша энергия. То есть насколько мы себя ощущаем
в первую очередь даже не сколько здоровыми, а вот насколько у нас хватает на все сил, хватает энергии, мотивации, то есть насколько мы являемся ресурсными. О чем здесь будет говорить башня? Жрица, рыцарь чаш и карта мир. А вот здесь нужно быть повнимательнее, осторожными, потому что в течение года от недоброжелателей в отношении вас могут быть какие-то энергопробои или деструктивные программы. Поэтому здесь нужно позаботиться о вопросах своей энергозащиты, о своевременных чистках, если это от того, скажем так, ситуация будет просить или требовать. Ну и, как говорится, береженого Бог бережет, потому что карта башня — это понимание или осознание, когда вы чувствуете какие-либо негативные факторы, которые отражаются на всех сферах жизни и на вашем состоянии в целом. То есть нужно будет заняться этими вопросами. Анализируем с вами третий дом. Что здесь по третьему дому? Десятка мечей. Третий дом у нас отвечает за точку коммуникации. Коммуникация с кем? Это в первую очередь взаимоотношения с окружающими. В большей степени это соседи, это повседневное общение, это могут быть братья, сестры. Это, ну, скажем, как какой-то круг знакомых знакомых, назовем так. Нельзя сказать, что именно знакомые для вас особо значимые люди. Здесь следует обратить внимание все-таки на братьев, сестер и на общение с соседями. Так вот, по десятке мечей. Это ситуация, когда вы по ряду причин можете вообще не взаимодействовать, не коммуницировать. Ну, может быть, у вас место проживания будет таковым, что особо соседей нет. Какой-то обособленный дом там где-нибудь на острове. Это могут быть какие-то конфликтные ситуации и отсутствие общения с братьями и сестрами. То есть здесь может быть действительно накал страстей. И поскольку у нас десятка мечей — это все-таки процесс завершения, то это может идти окончание каких-либо курсов, мастер-классов, вебинаров, семинаров. То есть завершить процесс краткосрочного обучения. У кого-то может быть даже смена планов или приоритетов, потому что вот я дотягиваю, сколько здесь не тяну карты, это проанализировать, может идти смена концепции. То есть хотели пойти на один курс, почитали отзывы, оценили все за и против, и для себя поняли, осознали, что, допустим, нужно выбирать какую-то иную стезю, иную линию поведения, рассматривать для себя новые возможности. То есть менять свое мировоззрение, менять в какой-то степени свое поведение. Опять же, поскольку у нас десятка мечей ложится в третьем доме, это полный отказ от какой-либо коммуникации. Сейчас объясню. Поскольку у нас этот дом, за него отвечает у нас Меркурий, то есть это у нас чаще всего письма, бумаги, переписки, созвоны, то у вас этого в жизни может быть такое огромное количество, что у вас будет не хватать. И вы, как следствие, можете, знаете, как не то, что отказаться, а не заниматься этим, нанять себе там ассистента, помощника, администратора, который будет курировать и выполнять эти задачи. Или если вы наемный сотрудник, возможно, кому-то перепоручить этот объем работы, чтобы человек занимался, так сказать, связями с общественностью. А мы с вами смотрим и анализируем четвертый дом. Что идет по четвертому дому? Что у вас по четвертому дому? Четвертый дом. Четвертый дом — король чаш. Поскольку у нас это дом происхождения, или по сути наш фундамент, на который мы опираемся с момента нашего рождения. Поскольку четвертый дом — это в первую очередь наши семейные корни. Это наш дом, это родительский дом, это недвижимость, это взаимодействие с членами семьи, то есть мать, отец, это дом родины, то есть и наше начало. Для женщин очень часто, кстати, четвертый дом в женском гороскопе — это вопросы нашей сексуальной жизни. Так вот, король чаш — это довольство моментом, это радость. То есть легко будут решаться какие-то вопросы на родине, вопросы, которые связаны с недвижимостью, легко будут решаться вопросы, связанные с матерью, с отцом, с поддержкой, коммуникацией. И поскольку у нас это ось 4-10 домов, видите, то стабильность в этих вопросах и по этим пунктам даст вам как трамплин или лестницу восхождения по карьерной лестнице, перемены по 10 дому. Мы, конечно, это посмотрим и проанализируем, но уже сейчас у вас идет такая информация. Плюс король чаш — это влияние мужчины водной стихии, рак, скорпион или рыбы, на те процессы и вопросы, которые я вам озвучила. А у кого-то, если это были какие-то травмы детства, знаете, какие-то блоки, то это проработка с психологом, причем очень успешная, таковых вещей. Смотрим и анализируем с вами пятый дом. Что у вас здесь по пятому дому? Пятый дом, пятерка мечей. Поскольку у нас
Пятый дом отвечает непосредственно за наши хобби, увлечения, за наши интересы, за вопрос взаимодействия, коммуникации с детьми. Это также аспекты творчества, поскольку это дом любви и эротизма, это взаимодействие с любовниками, любовницами и дом и аспекты зачатия детей. О чем здесь идет речь? У кого-то может быть отказ или смена планов и приоритетов, допустим, если вы планировали в этом году там зачать, то можете, так сказать, отменить это желание, это решение, да, и, скажем так, сместить сроки на последующий год. Для тех, кто в стабильных союзах, здесь нет никаких любовников, любовниц, а если у вас таковые есть, то по пятерке мечей это понимание или осознание, что эти отношения безресурсны, для вас пустые и тратят у вас много времени, сил, забирают много энергии. Поэтому будет завершение этих отношений на стороне. Ключевое, что идет по этой карте. Это понимание или осознание, что какая-то деятельность, какое-либо хобби для вас уже не актуально, не востребовано, или оно себя исчерпало, и нужно переключить свой взор на новые увлечения, на новые занятия. Еще, это может быть аспект напряженного взаимодействия с детьми, конфликта, накала страстей. Ну, давайте мы проясним, уточним, что здесь по факту. Что у вас здесь? Двойка жезлов, десятка чаш и падает карта сила. Как мы видим, это в большей степени вопрос. Значит, если это смотреть с точки зрения личной жизни, то это акцент на семью, на стабильные отношения и отсечь всякие связи на стороне. А если это взаимодействие с детьми, то оказывать им помощь, поддержку, не давить на них силой, не давить на них морально. То есть именно дипломатично и мягко решать какие-то вопросы, потому что здесь, в этом случае, вы для своего ребенка будете другом. В противоположном же, если будете себя вести иначе, пытаться давить своим авторитетом, это, знаете, как в глазах ребенка быть врагом. Поэтому возьмите себе это на заметку. Анализируем с вами 6-й дом. Что здесь придется прорабатывать? Что здесь нужно будет прорабатывать? О, здесь падает аркан Жрец. Хорошо это или плохо? Ну, давайте разбираться и также будем смотреть, мониторить ситуацию. Поскольку у нас 6-й дом – это точка силы, и он у нас отвечает за нашу ежедневную, рутинную работу, за исполнение служебных обязанностей, и это наша забота о здоровье, то здесь это в первую очередь организация нашего труда. То есть и как мы сопоставляем отдых и работу. Потому что если мы все время работаем, мало отдыхаем, это негативным образом будет сказываться на нашем состоянии здоровья. Как физического, так и психического. Поэтому 6-й дом отвечает у нас за самочувствие, за болезни, за наше лечение, за, кстати, вопросы долгов. Потому что здесь, знаете, как... отдавать долги, избавляться, то есть чистить себе карму положительно, это будет сказываться и на здоровье, и на продвижении по карьере. Это взаимодействие с подчиненными, то есть выстраивать грамотно деловые личные связи, устанавливать границы. Так вот, о чем здесь говорит Жрец? Если вы работаете на предприятии, то это обучаться, расти. Благодаря обучению это пойдет рост по карьерной лестнице. И, конечно, если, может быть, вы инструктор по обучению, передаете какие-то навыки или знания, то это будет ваша максимальная загруженность, потому что здесь у вас будет много подчиненных, которым нужно будет передавать опыт, навыки и знания. Далее, если это вопрос состояния здоровья, то есть в рамках этого года врачи – это наше все. Что значит наше все? То есть своевременная диагностика, анализ, контроль протокола лечения, принимаемых препаратов. Потому что этот год как никогда вам указывает, что здоровье – первооснова вашей жизни. И если, скажем так, в рамках этого года профилонить или думать, там само пройдет, или не надо об этом беспокоиться, об этом думать, то... Поверьте, в следующем году эта ситуация может накрыть с гораздо большими проблемами. Поэтому Жрец в данном случае это будут как вопросы своевременной профилактики, анализа, протокола лечения по каким-то хроническим болезням, которые у вас имеют место быть. Если вы, допустим, слава богу, здоровы, у вас все в порядке, просто проходите в любом случае плановый чекап-лист хотя бы раз в год, сдайте все базовые анализы и посмотрите, все ли у вас в порядке. Опять же, если у вас свой бизнес, то по Жрецу это активно развиваться через тренинги, семинары, бизнес, какие-то семинары, встречи, где вы будете передавать то, чем вы владеете, вашими знаниями.
Это в первую очередь обучать каких-то своих последователей, это собирать группу своих единомышленников. У кого-то, может быть, обрести, ну, то есть получить лицензию на обучение или открыть свою школу. То есть у каждого свое, в зависимости от того, какая у вас деятельность. Но для вас это будет идти со знаком плюс. И опять же, поскольку у нас этот дом еще отвечает за домашних животных, если это у вас крупные какие-то животные, крупная собака, то эта карта обучения заниматься с грамотным кинологом, дрессировать вашего питомца, чтобы вы потом были спокойны и довольны взаимодействием с вашим любимцем. Посмотрим, о чем будет говорить 7-й дом, что вам здесь нужно проработать. Итак, по 7-му дому. 8 мечей. Ну, в первую очередь, научиться брать на себя обязательства, нести ответственность и выполнять их вовремя и в срок. Конечно, мы сейчас раскроем с вами этот аркан, чтобы было понятно. Так, что у вас здесь? Смерть, отшельник и ложится король мечей. И дно колоды, видите, у вас здесь ложится 9 чаш. Это перемена в подходе, в общении, как с вашей второй половиной. То есть не думать только о себе, не отстраняться, не дистанцироваться, все-таки проявлять какие-то знаки внимания. По королю мечей это научиться высказывать то, чем вы недовольны, обсуждать, говорить, знаете, как говорить о своих переживаниях, эмоциях и чувствах, не закрываться, потому что король мечей – это карта рационального диалога. Смерть и отшельник – это все-таки перемена в модели общения. Вот если вы себя будете вести именно мудро, осознанно, тогда по 9 чаш вы будете счастливы в этих отношениях. Итак, что такое 8 мечей? 8 мечей – это, может быть, какие-то ограничения, которые вы можете ставить во взаимоотношениях с личными партнерами, с деловыми партнерами, поскольку у нас 7-й дом отвечает за брак, за партнера, которого мы себе выбираем, за общественные связи. Опять же, это также могут быть и враги, и конкуренты. Поэтому 8 мечей – это либо от них дистанцироваться, или ситуация, когда вас могут поставить какие-то рамки и ограничения. Давайте посмотрим и проанализируем эту ситуацию. Что у вас здесь? 4 жезлов, 4 монет и падает карта императора. Но здесь единственное, что может быть со стороны врагов, это какие-то попытки нарушить вашу стабильность или вопросы личной жизни. Но предупрежден, значит вооружен, соответственно, вы понимаете, как действовать в этой ситуации, как себя обезопасить. Плюс тут как карта уже напрямую вам показывает, как ставьте дополнительную защиту на себя и, допустим, на своих близких. Если же это все-таки касается взаимодействия с вашим партнером по личной жизни, то в данном случае это четко прислушиваться к желанию вашего партнера в первую очередь, потому что здесь ложится карта императора. Если меня смотрит мужчина, это вы можете восстанавливать какие-то личные границы, приоритеты, какие-то нормы и традиции в вашей семье. Если это касается делового партнерства, то здесь сразу оговорить все на этом берегу, кто за что отвечает. 8 мечей – это как четкие ограничения, то есть прописанный, не знаю, контракт, деловое соглашение, то есть партнерские вещи, которые сделают ваш союз стабильным, ну и по сути каждый будет отвечать здесь за свою долю ответственности. Плюс 8 мечей. Взять на себя обязательства. У кого-то это может быть сопряжено с тем, что вы выходите замуж или там вступаете в брак, женитесь. Потому что вот ограничить себя чем-то, а именно взятыми на себя обязательствами. Смотрим с вами 8 дом. Что нужно здесь будет прорабатывать? Какая ситуация? Так, 8 дом у нас здесь ложится рыцарь чаш. Поскольку у нас это дом жизни смерти, как его часто называют, или точка границ, поскольку он у нас отвечает, ну, конечно же, за риск смерти, но здесь по рыцарю чаш все в порядке, поэтому не переживайте. В любом случае, это аркан материальных ценностей, финансовых дел вашего брачного партнера или делового. Поэтому по рыцарю чаш это как интересные предложения, это могут быть инвестиции в ваши проекты, ваши дела, это финансовая помощь, это улучшение материального благосостояния вашего партнера или партнерши по браку. Что такое рыцарь чаш? Рыцарь чаш – это грамотно распределять ресурсы, ими пользоваться, чтобы ситуация вам была в радость. То есть, да, не пытаться их распылять только на удовольствие, а рыцарь чаш – это и эмоциональное, но вместе с тем разумное распределение вашего дохода.
Опять же, он у нас отвечает, помимо всего прочего, за капиталы, за наследство, страховки, за какие-то дотации. То есть это чужие деньги, которые вы можете получить иногда безвозмездно, допустим, как дары какие-то, кто-то вам какую-то сумму там в дар перечислил, или как субсидии, дотации, гранты от государства на какие-либо ваши нужды. Поэтому здесь все прекрасно. Поскольку у нас это еще дом оккультизма, тайн, если вы искали себе группу единомышленников или, возможно, наставника, то придет информация как подсказка, предложение о совместной деятельности, кооперации, которая вам здесь будет в плюс. Анализируем 9-й дом, что здесь нужно будет прорабатывать, какова ситуация. Итак, у нас здесь ложится рыцарь жезлов. Прекрасная карта, тем более соответствует 9-му дому. 9-й дом — это у нас точка духа, или, как мы называем, дом ее интеллектуальной жизни, дом мировоззрения, философских убеждений, веры, религии. Аркан, который соответствует также дому, связанному с высшим образованием, дальними путешествиями, судебными делами, а также ростом вашего авторитета. Итак, что такое рыцарь жезлов? Все поездки в рамках этого года, особенно зарубежные, вам будут идти в плюс. Несут радость, проходят легко, являются для вас информативными. Здесь могут быть для вас вопросы как дистанционного обучения, так и, допустим, желание поступить в какой-либо вуз за рубежом. И действительно сможете выбрать для себя хороший институт, где вы получите достойное образование. То, что касается религии, веры, культуры, смены философских убеждений, это больше как изучать традиции, культуру других народов, познавать это, брать себе, может быть, какие-то вещи на вооружение, впитывать эту информацию как губка, но я не вижу, чтобы вы здесь кардинальным образом меняли веру и религию, или, знаете, вообще становились там атеистом и отказывались от каких-либо убеждений. Если рассматривать судебные институты власти, если вы подаете в суд, или, может быть, оформляете какую-то апелляцию, то это ваши действия, которые будут и своевременными, и для вас будут благополучными. То есть отразятся на вашей жизни успешно. Получите то, что вы хотели. Что у вас идет по 10-му дому? Что нужно прорабатывать? И здесь у нас ложится паж монет. Паж монет — это новый опыт, это новый старт, это в чем-то набираться знаний. Да, поначалу вы можете, так сказать, показаться самим себе дилетантами по каким-то вопросам, но это расти личностно. Более того, поскольку если ваша деятельность предполагает передачу знаний или обучение, то это очень сильно вырасти как и в подаче материала, и в структуре формирования тех курсов и программ, которые вы, допустим, прописываете. Ну и очень-очень хорошо на этом зарабатывать. Конечно же, у нас этот дом отвечает и за статус, поскольку мы здесь смотрим, если у кого-то нет возможности зачать, родить детей, вдруг вообще всякое такое в жизни бывает, то это могут быть мысли, цели и планы о вопросах опекунства, то есть кого-то усыновить или удочерить, нести опеку за ребенка. Это тоже смена социального статуса, то есть стать родителями. Опять же, если это вопросы брачного контракта, то здесь четко прописано, здесь много материальных пунктов, чтобы себя обезопасить в финансовых вопросах. Раскроем с вами этот аркан, посмотрим, о чем здесь идет речь. Справедливость, отшельник и у нас 6 монет. Это больше обезопасить себя в чем-то финансово, юридически. Обратите внимание, даже одну колоду, видите, 4 монет, чтобы была здесь финансовая стабильность. Ну и по этим картам это ситуация, когда вы официально, может быть, открыть какое-то дело, то есть получать деньги на счет, передавать навыки, знания, то есть работать открыто, работать официально. То есть здесь у вас все прекрасно. И опять же, справедливость, отшельник и 6 монет — это еще как акцент на будущее, подумать, так сказать, о своей старости. Уже ли что-то копить, инвестировать, то, что, возможно, вас в будущем будет кормить. Смотрим и анализируем, что вам будет необходимо проработать по 11-му дому. По 11-му дому, что у вас здесь? 7 мечей. 7 мечей непростая карта. Объясню почему. Потому что здесь, если мы посмотрим, это дом нашей социальности, наших надежд, желаний, планов, мечт, наших идеалов. То есть, иными словами, здесь может идти подмена понятий. Вам могут быть навязаны какие-то ценности, идеологии, которые вам чужды.
То есть не выдавайте желаемое за действительное. И не думайте, что если там кто-то хочет какое-то материальное благо, вам это тоже нужно или вам это является необходимым, потому что будете разменивать себя, свою энергию, силы и ресурсы на ненужные вещи. Опять же, и поскольку это у нас дом спонсоров, меценатов, покровителей, то здесь может быть ситуация, когда вас используют, ваше имя, вашу помощь, вас как личности, вы даже можете не знать, с какой целью, по каким причинам, ну, к примеру, там, через вас отмывать деньги или втянуть вас в какие-то интриги. Вроде бы как предлагать могут с благой целью, а по факту, да, ситуация обмана. Поэтому здесь очень настороженно относитесь ко всем предложениям, которые вам будут поступать. И смотрим с вами. Кстати, прошу прощения, еще вернусь. Поскольку у нас это еще дом благотворительности, что значит 7 мечей? Если вы организовываете какие-то сборы, у вас это все должно быть официально зафиксировано, оформлено, иначе вас могут обвинить в мошенничестве. Это раз. И второй момент. Люди, которым вы помогаете, убедитесь в том, что они не являются мошенниками. Или вообще нуждаются в помощи, потому что люди могут выдавать себя за страждущих, нуждающихся, а потом будет оказываться, что ваши ресурсы, ваша помощь, знаете, как идет не по целевому назначению. Поэтому это очень важный такой момент. Теперь переходим с вами к 12 дому. Что у вас по 12 дому? И у вас здесь ложится паж чаш. Прекрасная карта. Поскольку у нас 12 дом называют домом уединения или точкой одиночества, или в целом, знаете, как место изоляции. Отвечает у нас 12 дом, как правило, за монастыри, за больницы, за санаторно-курортное лечение, за какие-то закрытые предприятия, то есть военное дело, закрытые тайные там лаборатории. Это может быть работа в психиатрических клиниках, в тюрьмах. Вам, если мы посмотрим здесь, не грозит вопросы заточения. Это может быть только заточение по собственному желанию, когда вы, знаете, хотите побыть интровертом, уехать на какой-то закрытый остров, ни с кем не коммуницировать, не общаться или в большей степени проводить время в кругу своих друзей, семьи и близких. Опять же, поскольку у нас дом это дальних земель, то все поездки, коммуникации, связанные с рубежом, вам будут идти в радость, будут идти в плюс. И кто-то из вас может для себя найти или определить ту точку, зону комфорта, где вы хотели бы остаться, находиться. То есть могут у кого-то появиться мысли об иммиграции или переезде. Ну и поскольку у нас, конечно же, 12 дом – это дом кармы, дом оккультизма, то это, знаете, как находить в этом отдушину. Кто-то может из вас увлечься макартами, возможно, кто-то астрологией, кто-то рейки. То есть у каждого может идти свое направление, но это то, что вас напитывает, дает вам радость, дает какую-то эмоциональную поддержку. Прорабатывать здесь много. Значит, смотрите, не путайте прогностику с аналитикой. Это аналитика, что нужно проработать. Прогностика – это у нас другой расклад. Я в любом случае ссылку на него оставлю в комментарии, чтобы вы могли посмотреть, сопоставить. А здесь это те базовые ключевые точки, которые важно, ну, скажем так, грамотно пройти, чтобы год был максимально успешным. Если мы с вами посмотрим и проанализируем наиболее сложные дома, у вас, как мы видим, это 3-й, это 5-й дом. 2-й дом, как мы посмотрели, здесь я не вижу проблемы. Вот нам нужно скорректировать вот эти вот вещи. Так сказать, найти свой путь, найти свои убеждения, правильный выбор, найти точку подхода. Соответственно, нам нужно сделать так, чтобы гармонизировать наши взаимоотношения с окружающими, с членами семьи. Поэтому возьмем для себя аркан Солнце. Сейчас мы будем с вами производить коррекцию. Ваша задача подумать о цели, о желании, которое вы хотите достичь в рамках 2024 года. Но перед тем, как мы приступим, сейчас я начну топить сургуч, вы должны понять и осознать, что желание ни в коем случае не должно идти во вред третьим лицам. Нельзя загадывать, чтобы там кого-то наказать. Если вас кто-то обидел, то это должно звучать иначе. То есть по принципу, чтобы восторжествовала справедливость, но не требовать, не знаю, там каких-то увечий или лишений для третьего человека. Нельзя брать чужое. То есть, иными словами, если вы там стремились кого-то увести из семьи, это тоже баста, то есть это желание вам сработает во вред. Вы получите то, что вы хотите, но будете ли вы счастливы, вот это уже другой вопрос. То есть желание в первую очередь должно быть во благо вам, ну и, знаете, как не навредить третьим лицам. Вот, пожалуйста, подумайте об этом. Я пока топлю сургуч,
будем сейчас, вы на момент того, как будете загадывать, проговаривайте его про себя. И желание не должно содержать частицу «не». То есть там нельзя говорить «я не болею», там «я здоров» или «я здорова», там «я успешен», «богат». То есть нельзя говорить там «нет долгов» и так далее. Это очень важно. Итак, мы приступаем. Если вам нужно немножко больше времени, ставьте на паузу, подумайте о том, что вы хотите осуществить. Если вы уже готовы, то я начинаю читать оговор и будем с вами запечатывать желаемое. Так, смотрите, у вас получился хороший оттиск, соответственно, желание однозначно будет осуществлено. Вы, пожалуйста, по прошествии периода напишите мне через год, осуществилось ли то, что вы задумали, как это отыгралось у вас в жизни. Эти арканы я, безусловно, сохраню как раз до 28 января 2025 года и посмотрим, как эти энергии сработают в нашей жизни. Я вас благодарю за то, что вы остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. Услышимся в следующих видео.